Здравствуйте, друзья! Мы много говорим о том, какое беззаконие и насилие творят российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей Украины. Оттуда поступает много подобной информации. Всю эту информацию мы озвучиваем. Но все, что придает огласке украинская сторона, любую информацию, которую мы публикуем, россияне сразу называют фейками. Якобы мы все это придумываем, чтобы как-то очернить и дискредитировать Россию. Поэтому сегодня я покажу вам то, что говорят и пишут о ситуации на оккупированных территориях Украины сами же россияне, которым нет точно уж никакого смысла самих себя дискредитировать и очернять Россию. Вот что пишет, например, Игорь Дмитриев. Это бывший депутат Одесского городского совета от пророссийской партии «Родина», который еще в 2014 году перешел на сторону России и поддержал войну против Украины. Сейчас Дмитриев находится на оккупированных территориях и работает на оккупантов. То, что там происходит, он описывает в своем телеграм-канале. Он пишет о том, что он видит своими глазами. И по его словам, на вот этих захваченных территориях творится полный хаос. Там беззаконие, там процветает мародерство, процветают репрессии. И все это на украинскую пропаганду уже никак не спишешь, потому что это пишет человек, который с оккупантами пришел и на них работает. Мы с вами так много говорили про значение украинских черноземов в мировой продовольственной безопасности. И что? Вот бескрайние пшеничные поля Украины. Уборочная вроде началась, но комбайны не пошли. Дождь сгибает колосья, и через неделю жатка их не поднимет. Чем их собирались убирать? Местными машинами? Дело в том, что на Украине уборочная проходила так. Со всех областей комбайны свозили на юг, в то место, где уборочная начиналась, а потом все вместе продвигались по мере созревания на север. Комбайнов, размещенных в одной области, никак не хватит для уборки. Тем более, что значительная их часть уехала в Чечню. Как убирать это золото? Уже никак. Нужно было за месяц до этого подумать, откуда можно привлечь дополнительные машины. Может, с материка привезти. Может, вернуть угнанные. Никто даже не подумал, написал Дмитриев в своем телеграм-канале еще в конце июня. То есть россияне захватили часть территории Украины, но даже не смогли нормально на них организовать мародерство и потеряли урожай пшеницы. Они украли комбайны, угнали их в Чечню, и пшеницу им убирать уже нечем. По логике они могли сначала украсть пшеницу, а затем уже украсть комбайны. Но они настолько тупые, что они даже не смогли нормально организовать воровство. И эти люди себя еще называют сверхдержавой, хотя они не могут просто украсть урожай пшеницы, который уже посадили и вырастили другие люди. О чем вообще можно дальше говорить? А вот пост Игоря Дмитриева на ту же тему уже от 7 июля. Олег Царев пишет о том, что урожай зерна в Херсонской и Запорожской области очень вероятно пропадет. О причинах я вам уже писал. Техники не хватает, производитель обоснованно боится, что урожай отожмут. Цена из-за неопределенного статуса территорий очень низкая. То есть фермеры понимают, что Россия пришла их не освобождать, как это утверждает их пропаганда, а банально грабить и отбирать их урожай. Поэтому они вообще не видят смысла в том, чтобы этот урожай убирать. Пусть он лучше на полях сгниет, чем достанется оккупантам. На ту же тему пишет и другой известный украинский коллаборант Олег Царев, который тоже поддерживает российское вторжение в Украину, и его уж тоже никак не назовешь украинским агентом. Смотрю на поля на наших освобожденных территориях. Хороший урожай, тяжелый колос, но практически не вижу уборочной техники. Возникают обоснованные опасения в том, сможем ли мы все это богатство убрать. Присутствует недостаток уборочной техники. Часть техники вывезли в Россию, часть на Украину. Судя по тому, что уборочной техники на полях мало, а кое-где урожай уже надо убирать, мне кажется, без помощи большой России и из Крыма мы можем потерять часть урожая. То есть они сначала украли комбайны, вывезли их в Россию, а теперь говорят, что нужна помощь от России. Россия, матушка, помоги, не справимся. То есть Россия сначала создает проблемы,
а потом, возможно, создает какую-то видимость их решения. Сначала Россия все грабит, все вывозит, а потом может часть награбленного вернуть под видом щедрой помощи. Естественно, это все покажут по телевизору, как вот Россия помогла убрать урожай. Без России-то не справился бы никто. Но это на самом деле в лучшем случае, потому что чаще всего они вообще ничего не возвращают и ничего не отдают. А вот что, например, тот же самый Игорь Дмитриев пишет уже о работе оккупационной администрации Херсонской области. В Херсонской области назначили главу правительства и 3 заместителей по направлениям. Вероятно, сальдо останется говорящей головой, а реально руководить будут назначенные с материка чиновники. Ну, то есть местных нафиг и завозят россиян. Объяснять почему или сами догадываетесь. За прошедшие месяцы при гражданской администрации собралась команда очень предприимчивых товарищей, местных и приезжих, которые начали тотальный передел всей собственности в регионе. Пользуясь неопределенным статусом, рисовали документы на право собственности, договора аренды, запускали процесс национализации вполне работающих предприятий. Так лихо взялись за дело, что до референдума ничего бы не осталось. Хотя и особенно спешить с референдумом не в их интересах. Серая зона, как ДНР, оставляет широкие возможности для многочисленных схем, потому и референдум постарались бы отложить. То есть гауляйтеры, назначенные Россией, первым же делом просто кинулись грабить Херсонскую область, отжимать чужое имущество, переписывать на себя чужие предприятия. И вот это на самом деле и есть то, ради чего все это было. То есть никакими высшими идеями там, о великой России, каких-то исторических землях тут и не пахнет. Все это просто банальное мародерство и грабеж. И, как видите, сами же россияне это и признают. Неудивительно, что там, в Херсонской области, постоянно кого-то взрывают. Все грешат на СБУ, якобы это наши диверсанты. А на самом деле это вполне могут быть криминальные разборки. То есть они просто делят награбленную добычу. А вот что тот же Игорь Дмитриев пишет уже о происходящем в захваченных районах Харьковской области. В последнее время стали много внимания уделять гражданским, оказавшимся на территории, занятой российскими войсками. Туда ездят высокие чиновники, производится ротация руководящих лиц, озвучиваются проблемы. Но почти всегда это Донбасс или Юг, Херсон-Мелитополь. А ведь есть еще большая территория на север от Луганска вдоль границы, вплоть до Харькова. Она как-то оказалась за пределами особого внимания. Оттуда слышны лишь военные репортажи. А ведь там, в той части Харьковской области, живут люди. Несколько дней назад на условиях анонимности о происходящем там мне рассказал сотрудник одной околовоенной структуры. Человек с богатым жизненным опытом, был в разных горячих точках, но говорит, такой жести по части жизни гражданского населения не помнит. Слушай, я был в огромном количестве стран, где централизованное государство пало. Был в Азии, в Европе, в Африке, правда не был, но я был в таком кошмаре, который сейчас переживает Харьковская область. Когда я туда въезжал, я думал, что будет что-то примерно из Донецкой области, которую я неоднократно посещал. И Херсонской области, про которую много читал в различных телеграм-каналах. Я ошибался. В данный момент Харьковская область представляет из себя даже не серую, а черную зону, где нет закона, нет цивилизации, нет простых благ, к которым мы так привыкли. Там нет связи, нет интернета, нет электричества, а где-то нет водопровода. Все потребности населения, которое вроде бы как русское, опускается до «еда есть» и норм. Местной администрации нет до сих пор, хотя СВО сколько уже идет. Перспектив у населения нет никаких. Хотя нет, мужчинам можно пойти и шачить пьяной комендатуре, а женщинам отдаваться за 20 литров соляры. Как хорошо стало с приходом Россиюшки, да? Я, знаете ли, до войны часто слышал от многих людей, что вот в России порядок, там Путин навел порядок железной рукой, а в Украине хаос, бардак. Ну, вот вам российский порядок. Полнейший хаос, отсутствие цивилизации, средневековая дичь, беззаконие, репрессии, мародерство. Это все, что принесла Россия на украинскую землю, где люди жили вполне цивилизованно, нормально и хорошо. И все это не украинская пропаганда сейчас выдумывает. Я же от себя ничего не придумал. Я вам просто зачитал подряд несколько постов самих россиян, которым нет смысла себя же дискредитировать, нет смысла
придумывать про Россию какой-то негатив. Вот поэтому, друзья, очень важно этой информацией поделиться. Распространяйте ее, доносите правду до максимального количества людей о том, что происходит. И подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.